Приветики! Сегодня я хотела поделиться с тобой тем, что скоро произойдет в моей жизни. А именно, как вы поняли уже из названия, я лечу в Корею. Как один американец спросил меня, я была уже в Корее дважды, когда я сказала, что я была в Корее, он мне такой: в Северной или в Южной? Ну, я надеюсь, что мои зрители, которые смотрят это видео, конечно же, немного более образованные, чем тот американский гражданин, и понимают, что я лечу все-таки в Южную Корею, а не в Северную. В Корее я была уже 2 раза. С отцом туда летала, когда он заболел раком. Грустная история. В общем, мой отец, который скончался уже 3,5 года назад, лечился в Корее, но так как стадия была сильно запущенная, к сожалению, он не вылечился. Но это так, немножко отступление. Слава богу, что я лечу в Корею не по таким серьезным причинам, но по другим. Я хочу себе сделать пластическую операцию. И многие сейчас такие: чего? Какая пластическая операция? Нина, ты с ума сошла? Ты что, вообще сбрендила? Нет, я не сбрендила. На самом деле, то, что вы видите на видео, то, что вы видите в инстаграмах у меня и у многих других людей, девушек, женщин, не значит, что оно все так есть, как вы видите. У меня есть после 30 лет, мне сейчас 33 года, примерно в 30,5 лет у меня начались такие явные признаки старения кожи. Очень интересно. Еще одно лирическое отступление. Я помню, мне было 27 или 28 лет. Я делала педикюр у одной женщины, ей было 32 года, что ли. И я смотрю, у нее такой лоб прям какой-то такой сильно морщенный, и как-то думаю: боже мой. И я не знаю почему, я не спрашивала у нее про это, но как-то мы так заговорили на тему того, что она говорит: все мои морщины вот вылезли вот в 30 лет. Вот такое ощущение, как будто я легла спать, проснулась, и смотрю, и вот это уже все вот здесь, на лице у меня, как будто вот overnight появилось, за ночь буквально. Я такая думаю, ну какой-то бред, как так может быть вообще? И в общем, когда мне было примерно 30,5 лет, у меня день рождения в июне месяце, то есть мне это был где-то, помню, октябрь, наверное, после того, как мне исполнилось 30 лет. Это был октябрь месяц, и я проснулась одним утром, посмотрела в зеркало и такая: не поняла. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Но я в тот момент подумала, может, я что-то съела соленое, потому что алкоголь я не пью, может быть, вчера что-то такое съела. Я подумала, что это просто задержалась вода в организме. В общем, самое интересное, в чем моя проблема. У меня преорбитальные грыжи, которые вы сейчас не видите. В первую очередь, потому что у меня хорошо стоит свет. В вторую очередь, потому что я в какое-то время назад начала пользоваться фильтрами для обработки видео. Но если свет не поставить не так идеально, и если я сама буду не так идеально сидеть, вы, конечно же, все увидите. Та-дам! Ну вот они мои грыжи. Ну, я, конечно же, еще вставлю кучу всяких фото и видео, где их видно намного лучше. Да, это выглядит, конечно, не совсем красиво, так скажем. Что это такое? Я надеялась, что сначала это какая-то водичка, которая задержалась в организме, которая уйдет. Я пыталась какой-то крем покупать, хотя я сама, как бы взрослый умный человек, понимаю, что ни один крем не избавит вас от морщин. Максимум ни морщин, ни чего-то другого. Максимум, что может сделать противовозрастной крем, это увлажнить вашу кожу. Но если у вас, например, мешки, круги под глазами, то крем тут практически бессилен. Может быть,
какую-то маленькую работу он сделает, если у вас какая-то специфическая проблема, но в моем случае, естественно, это как мертвому припарке. К сожалению, преорбитальные грыжи можно убрать только хирургическим путем. Что это вообще такое? Эти жировые подушки под глазами у нас обычно расположены как бы выше и под глазиком, их не видно. Но по причине старения кожи, а также я думаю, что все-таки генетически это заложено, потому что не у всех они появляются, ни у кого из моих 30-летних подружек этого нету, только у меня. Этот жирок, который изначально под глазиком, он сползает, и получается вот эта подушечка, она вот здесь. Я была на консультации пластических хирургов в Москве и в Америке. Как они с этим справляются? Ну, во-первых, потому что я еще молодая, и у меня кожа здесь еще не растянута. Если бы мне было, например, 45 лет, если я подожду еще 10 лет, так скажем, и вот эта кожа растянется, тогда мне нужно будет делать более сложную блефаропластику, чем ту, которую я буду делать сейчас. Чтобы убрать эти грыжи, в моем случае делаю так называемую трансконъюнктивальную блефаропластику. Это когда отворачивают вот так глазик и разрезают слизистую внутри глазика, вот здесь. Надеюсь, вас еще не стошнило. И как бы через этот разрез этот жир убирают, перераспределяют, кто как делает. Сейчас я об этом тоже поговорю. И потом они не зашивают, потому что вот эта слизистая здесь, она сама схлопывается очень хорошо. То есть это бесшовная операция, не оставляет никаких, не знаю, швов, никаких долгих заживлений. Но это именно тогда, когда у вас вы еще молоды и вы еще не запустили этот случай. Если же вам уже 45 лет и вы проходили с такими глазами больше 10 лет, так скажем, кожа вот эта под глазом уже растягивается, и тогда приходится разрезать по линии, как сказать, по линии ресниц и уже убирать этот жир и уже сшивать. То есть, потому что кожа здесь, если вы просто уберете жир, у вас здесь повиснут такие мешочки, что будет некрасиво. Но, естественно, когда вы убираете кусочек кожи, у вас или глаз может чуть-чуть там, не знаю, раскрыться, расшириться, там, причем оно будет не симметрично, я слышала о таких случаях. Ну и вообще, я не знаю, швы это... как-то неприятно и долго заживает, и все-таки это такая более серьезная пластическая операция, которая может все-таки изменить лицо, так скажем, немножко взгляд изменить, потому что даже небольшие изменения на лице могут очень сильно сказаться на внешности. Так что я решила поехать в Корею, сделать эту операцию, именно трансконъюнктивальную бесшовную блефаропластику. Почему именно в Корею? Как я уже сказала, я была у врачей в России, и я была у врачей пластических хирургов в Америке. Как они делают это в России? В основном они все просто убирают жир из-под глаза, то есть они делают ту же трансконъюнктивальную блефаропластику, разрезают, достают жир, и как бы глазик схлопывается обратно. Ну, в смысле, разрез схлопывается обратно. Проблема в этом в том, что если, например, вы уберете слишком много жира, может в будущем вот эта кожа туда провалиться под глаз. Знаете, немножко как скелет напоминает глаз. Я читала, что лучше делать перераспределение жира. Это когда жир перераспределяют, то есть вот этот же жир, как бы его аккуратненько перераспределяют под глазом. И где-то какие-то швы там делают внутри, чтобы он там остался на месте. Но эту операцию в России мало кто делает. Я нашла только 2 хирурга, и я подумала, что если такая-то редкая операция, то я лучше ее там не буду делать. Поэтому мой следующий шаг, я пошла к американскому пластическому хирургу. Как они это делают в Америке? Они это делают без общей анестезии. Я когда это услышала, я поняла, что это не мой вариант. Кстати, врач в России тоже мне сказал, что можно делать под местной анестезией, но он сказал, что я лучше пациента сделаю ему полный наркоз, да, и он будет у меня спокойненько лежать, вместо того, чтобы дергаться, видеть это все, бояться, дергаться и мешать мне работать. Но я как бы понимаю, потому что я на самом деле такой невротик, мне кажется, я с ума сошла, я себя лежала и видела, что надо мной нож, и там мне что-то достают, и кровь, и я не знаю, мне кажется, я просто с ума сошла.
Поэтому я, когда пошла к американскому пластическому хирургу, он мне сказал, что они делают это только под местной анестезией. Я такая говорю, нет, это не мой вариант. Ну и потом я вспомнила, что очень популярно ездить в Корею, делать пластические операции. Многие американцы ездят в Южную Корею делать пластические операции. Ну и так как я была в Корее уже 2 раза, я подумала, что почему мне не слетать в Корею? Я сделаю блог. Сделаю влог, сделаю фотографии и вообще не знаю, какой-то у меня будет такой интересный, так скажем, фан-трип. Ну вот, решила я это где-то примерно 1,5 года назад, и пока я собиралась с мыслями, потому что, мне кажется, к любой операции нужно подготовиться, во-первых, морально. Ну, не знаю, может, кто-то не боится операции, но в моей жизни была только одна операция, это по удалению миндалин. И это был такой очень неприятный экспириенс, я хочу сказать вам. Так что пока я готовилась морально к тому, чтобы купить билет в Корею и организовать свой медицинский трип, так скажем, началась пандемия. Я знаю, что на YouTube вообще нельзя говорить слово пандемия, коронавирус, и видео будет демонетизировано, но так как мне канал, мне кажется, вообще никогда не будет демонетизирован, потому что у меня мало подписчиков, и очень маленькие просмотры по времени, да. Не знаю, будет ли он когда-либо монетизирован, так что будем говорить как есть. Начался коронавирус, пандемия, и, естественно, все путешествия прекратились. На данный момент, чтобы въехать в Корею, нужно отсидеть 2-недельный карантин. Я очень ждала, пока этот карантин отменят. Я была готова ехать на операцию уже, наверное, вот в октябре прошлого года. Я такая, блин, все, вот я готова. Вот я готова полностью к этой операции, к такому, сказать, вмешательству в свой организм. Я готова. Но я поняла, что сидеть на карантине 2 недели, ты приезжаешь в страну, сидеть на карантине, ты, получается, сидишь, они тебя поселяют сами, выбирают, ты не можешь выбрать место, где они тебя поселят. Комнату, ты сидишь в ней 2 недели, они тебя не выпускают, они тебе приносят еду 3 раза в день, они тебе не меняют там ни постельное белье, ничего. И ты, получается, 2 недели сидишь в комнате, и ты за это еще платишь деньги. Я решила подождать, но в апреле этого года, боже мой, уже июнь вообще этого года, как быстро летит время. В апреле этого года я поняла, что я больше не хочу ждать, что я готова сделать эту операцию, что каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я вижу эти ужасные мешки, что с ними я выгляжу старше, что у меня нет желания краситься, делать макияж себе, у меня нет желания даже одежду покупать, потому что я смотрю на себя в зеркало и вижу эти мешки, и они просто меня убивают. Вот, тем более есть такой страх, что если я подожду, у меня уже растянется кожа, и тогда уже нужно будет делать более серьезную и сложную блефаропластику. Я решила, что я поеду в Корею и отсижу этот карантин. Так что, да, я лечу в Корею и буду сидеть 2 недели в заперти, в комнате, которую они мне дадут, и я за это буду платить еще деньги, так скажем. Так что вот. Я лечу в Корею, я буду сидеть на карантине, и мне страшно, мне немножко страшно. Чего я боюсь? Я написала целый список, чего я боюсь в Корее. Значит, первое, закрытых окон. Дело в том, что я посмотрела очень много видео на YouTube, где девочки и мальчики, которые уже отсидели карантин, записали влог. Ну, вы представляете, сидеть 2 недели в комнате, как бы, ну, там есть интернет, телевизор, кровать и все. Ну, блогеры что делают? Блогеры записывают видео. Кстати, многие каналы, я видела, что на них вообще никаких нет других видео, только видео с карантина. То есть люди решили стать блогерами, когда приперло к стенке, что они сидят, уже нечего делать, боже мой, ну я хоть влог сниму о своем экспириенсе, так скажем. В общем, я посмотрела очень много видео, и так как вы не можете выбирать комнату, куда вас поселят, в основном они селят в отеле, но этот отель, он не работает как отель, то есть нету ни рум-сервиса, нету
тебе не меняют постельное белье, ни полотенца, но это отельная комната, то есть все-таки стандарт достаточно высокий, слава богу. Стандарт высокий, и в основном селят в отель, но ты не можешь выбрать, какой ты поселишься отель, то есть какой поселили, такой поселили. Ты платишь за это где-то $100 где-то в день, то есть за 14 дней в основном ребята заплатили по 1400, некоторые, если какой-то получше отель, $1600. В общем, на сайте официальном корейском посольства сказано то, что где-то может доходить до $2200. Такой, так скажем, принудительный карантин. Первое, что я боюсь, это, как я сказала, закрытых окон. Так как я не могу выбрать, куда меня поселят, некоторые ребята записывали видео из своих комнат, и я увидела, что там не открываются окна. Проблема закрытых окон, знаете, как в высоких отелях, высотных, ну, вы, наверное, путешествовали и видели, встречали такие отели, где вообще не открываются окна. Там можно немножечко, иногда, кстати, но не всегда, какой-то такой чуть-чуть приоткрыть, такой как бы заслоночка такая, чтобы воздух проходил, да, но открыть окно нельзя. И я боюсь вот этих закрытых окон. Проблема в них в том, что не в воздухе, в Сеуле, я буду в Сеуле, в столице, да, это столица или нет? Вроде столица. В Сеуле очень плохое качество воздуха, то есть там люди, я была там сколько лет назад, 4 года назад в Южной Корее примерно, 4-5 лет назад я там была, и люди там уже ходили в масках. То есть сейчас человека увидеть в маске ничего необычного, но тогда я смотрю, все люди ходят в масках. Таких специальные у них маски с фильтрами, такие не простенькие маски, а такие, знаете, серьезные. Люди ходят в масках для того, чтобы фильтровать воздух, потому что очень сильно загрязнен воздух в Южной Корее. Так вот, я боюсь закрытых окон не по причине того, что я не смогу подышать свежим воздухом. Как бы воздух будет из кондиционера, тем более будет лето, будет жара. Мне кажется, у меня есть немножко такие какие-то клаустрофобические наклонности, немножко клаустрофобия, когда я понимаю, что я не могу открыть окно. Не всегда, но иногда у меня начинается какая-то паника, поэтому в тех отелях, где я останавливалась, вообще в своей жизни это были очень хорошие отели зачастую, но не открывались окна, и мне кажется, я просто страдала. Я просто страдала и понимала, что надо просто как-то ночью 1 или 2 перекантоваться, и я уже уеду из этого места. И я как бы в течение дня, естественно, выходила на улицу, не сидела в этой комнате. Но, конечно, вот это ощущение того, что ты не можешь открыть окно, оно меня пугало, и оно меня пугает сейчас. То есть поэтому первым пунктом я записала, что я боюсь закрытых окон. Надеюсь, что... Во-первых, я надеюсь, что в моем случае окно будет открываться. Во втором случае я надеюсь, что если оно не будет открываться, я сейчас принимаю антидепрессанты, и моя тревога, уровень моей тревоги и страха очень... Вообще, у меня ушла из жизни вся тревога и весь страх. Раньше я жила до антидепрессантов, я постоянно чего-то боялась. Вот, ну, какой-то страх, постоянно ты что-то тревожишься, боишься. И я не знаю, там, каких-то даже звуков можешь бояться. В доме я живу, да, посторонних звуков можешь бояться. Вот, после того, как я начала принимать антидепрессанты, я перестала бояться, я перестала тревожиться. Поэтому я надеюсь, что если окна будут закрыты, меня это вообще не будет никак волновать, потому что мои антидепрессантики мне помогают. Значит, номер 2, чего я боюсь? Боюсь, что какие-то провода не будут работать, и я останусь без компа и камеры, без камеры. В общем, в Корее европейская розетка, и мои все гаджеты, так скажем, имеют американскую вилку. Американскую вилку. Я, естественно, езжу в Россию, и в России розетка тоже европейская, так же, как и в Южной Корее. И, наверное, 1 или 2 года назад, когда я была в России, я купила все провода, которые мне нужны для моего записи моих видео. Я купила эти провода с европейской розеткой и возила их в Америку. Но когда я была в России в прошлый раз, я почему-то решила, что в следующий раз я, если куда-то поеду из Америки, я поеду опять же в Россию.
И я оставила все провода с европейскими вилками в России, то есть у меня нету проводов с европейскими вилками. Я заказала сейчас провода по интернету, мне, кстати, пришла посылка, надо посмотреть, но я не могу их проверить, то есть как проверить, что он работает, когда ты не можешь здесь нигде воткнуть этот провод. И это, во-первых. Во-вторых, я, конечно же, возьму переходники, но проблема переходников в том, что европейская розетка — это 220 вольт, а американская розетка — это 110 вольт, то есть еще и напряжение разное. Поэтому вот я записала, что я боюсь, что какие-то провода не будут работать, и я останусь без компьютера и без камеры. А так как я очень хочу делать влог, мне очень интересно, я прям, не знаю, мне кажется, влог мне делать интереснее всего. Я знаю, что у меня здесь самые маленькие просмотры, чем на всех моих остальных каналах, но мне кажется, моя душа, мое сердце больше всего лежит именно к влогу на русском языке. Следующее, чего я боюсь, что за меня будет сильно волноваться мама. У меня мама, она очень волнительный человек, она очень за нее переживает. Даже когда я сделала себе прививку от коронавируса, кстати, я поеду привитая, американская прививка от коронавируса, и я все равно буду сидеть на карантине. Они там еще приходят, каждый день температуру измеряют, там, ну, в общем, там все серьезно. Моя мама, когда я сделала прививку, я ей сказала: мам, я сделала прививку от коронавируса, она так испугалась, что у меня, не знаю, сейчас там, не знаю, вырастет третья нога или отвалится, не знаю, голова, и она мне прям говорит, что: Нина, ты скажи своему бойфренду, чтобы он там смотрел ночью, дышишь ты или не дышишь. На следующий день она мне позвонила раньше, чем она обычно мне звонит: Нина, как ты себя чувствуешь после прививки? То есть даже после прививки она волнуется за меня. Я даже не могу представить, как я ей скажу, что: мам, я лечу в Корею. Для нее Корея — это сразу как бы ассоциация, что это отец, что это как рак, что это какие-то серьезные вещи. Потом следующую бомбочку я ей брошу, что я лечу на пластическую операцию. Она скажет: какую пластическую операцию? Нина, ты что, с ума сошла? И я представляю, потом я еще скажу, что я буду сидеть на карантине. Я не могу представить, как я это скажу, но я поняла, что в какой-то момент я все-таки должна это ей сказать, потому что я думала, что, может быть, просто ей звонить каждый день, как будто я звоню из Америки, ну, как бы так, скажем, оградить ее от переживаний, но я понимаю, что сам перелет в Корею из Лос-Анджелеса я полечу, он составляет 14 часов, и что пока я буду в дороге, пока я прилечу, пока меня поселят, пока я там поймаю интернет, я на связи не буду целые сутки. А я звоню ей каждый день, каждый божий день, и звоню примерно в одно и то же время. И я поняла, что даже если я не позвоню один день, она уже будет за меня сильно переживать. Но если я ей скажу, что лечу в Корею, она будет еще сильнее переживать. Поэтому я не знаю, как это будет. Я надеюсь, что я ей в какой-то момент об этом скажу. Кстати, поэтому я это видео, которое я сейчас снимаю, я не выложу сразу, а выложу, когда я уже, наверное, ей об этом расскажу. Следующий пункт. Боюсь, что буду голодная. В общем, я посмотрела много видео, как они там кормят, потому что еду ты выбирать не можешь, что ты будешь есть, заказать ты как-то не можешь, доставку какую-то заказать. Хотя я слышала, по-моему, где-то или в Китае, или в Японии можно делать доставку, но вот в Корее нельзя делать доставку. То есть то, что они тебе принесут, называется «то и жри». Там есть на выбор, ты можешь выбрать вегетарианское меню, можешь выбрать, по-моему, какое-то кошерное меню, что ли. Я подумала и решила, наверное, я выберу вегетарианское меню, потому что видео вообще тех, кто выбрал вегетарианское меню, на YouTube мало. Но я посмотрела пару видео, все-таки их нашла. Они приносят в основном овощи и рис. И я подумала, что я, наверное, скорее всего, проживу легче 2 недели без мяса, чем я проживу 2 недели без овощей. Потому что для меня овощи и зелень — это очень-очень важно. И оно как бы помогает моему пищеварению работать. Потому что та еда, которую они приносят на обычном европейском питании, еще можно выбрать европейское, либо корейское. Ту еду, которую они приносят на европейском питании, она очень... Там, знаете, много очень углеводов, какие-то макароны, какое-то непонятное мясо, какое-то вообще непонятно из чего сделано. И вообще вся эта еда выглядит как бы очень неаппетитно и так очень, скажем, нехорошо для пищеварения.
Поэтому я решила выбрать, наверное, вегетарианское меню. И я, наверное, возьму с собой какие-то, не знаю, баночки с тунцом, как одна девочка взяла в Корею баночки эти с тунцом. Я думаю, какая хорошая идея. Она говорит, так, вам, говорит, лайфхак, берите с собой баночки с тунцом. Может быть, какие-то еще возьму, посмотрю, что еще можно взять, так скажем, чтобы немножко все-таки был какой-то протеин. Может быть, я еще возьму какие-то протеиновые батончики, ну, посмотрим. Так что вот такие у меня страхи, так скажем. Посмотрим, как все будет. Я буду записывать видео. Надеюсь, что моя депрессия меня не сожрет целиком и полностью, потому что когда у меня бывают очень сильно депрессивные эпизоды, я вообще не могу ничего делать. Сегодня я проснулась, хорошо себя чувствую и записываю видео, очень этому рада, но иногда я просыпаюсь, и у меня такая депрессия, что я вообще ничего не могу делать, и я надеюсь, что меня эта депрессия не накроет на карантине. Что я буду делать на карантине? Как я сказала, я хочу снимать фото и видеоконтент. Ну, не знаю, как там насчет фото, если там мышка, это будет красивая кровать, можно будет что-то для Патреона снять, но вообще, как бы, видеоконтент, буду рассказывать, что я ем, что я делаю, какие-то, может, СМР-видео записать, обязательно влог буду записывать. Потом я хочу взять с собой Nintendo Switch, не хочу, а возьму с собой Nintendo Switch, буду играть в игры, я очень люблю играть в игры на свитче. Недавно прошла игру, называется Bloodstained: A Ritual of the Night. Очень классная игра, просто советую всем, она просто очень крутая. Потом такая у меня есть еще идея, я думаю, возможно, буду работать с психологом на карантине. Я не знаю, как там будет интернет, говорят, что интернет хороший, но я не знаю, насколько он хороший, можно ли будет делать видеосвязь, как бы по скайпу, да. Буду работать с психологом, не буду, а хочу работать с психологом, думаю об этом, о работе с психологом. Вообще считаю, что очень многим людям неплохо бы поработать с психологом, проработать какие-то детские травмы, ну и, конечно, с таким комплексом, так скажем, каких-то психологических проблем, как у меня, работать с психологом уже надо было начать очень давно. Не знаю, чего я жду, я просто, наверное, боюсь. Но, слава богу, к психиатру сходила и начала принимать лекарства, так что мне уже лучше. И еще я тут одно записала, возможно, пройти курс Premiere Pro, потому что Premiere Pro — это профессиональная программа обработки видео, в ней даже обрабатывают голливудские фильмы. То есть это хорошая программа, это программа, которой я пользуюсь при обработке всех моих видео с самого начала жизни моих каналов, так скажем. И пройти курс Premiere Pro, что это значит? Все, что я знаю в Premiere Pro, я научилась с YouTube, с каких-то бесплатных видео, в принципе, наблатыкалась туда-сюда, но я чувствую, что мне очень не хватает профессиональных знаний, и поэтому я хочу найти какой-то платный, хороший курс видео, где они учат именно профессионально, как работать в Premiere Pro. Мне кажется, это было бы очень-очень-очень хорошо для меня. Вот так. Ну, наверное, в принципе, это все. Я рассказала вам о том, чего я боюсь, почему я еду, куда я еду, зачем я еду, чего я боюсь и что я хочу делать. Боюсь ли я самой операции? Знаете, мне кажется, сама вот эта поездка в Корею, я лечу через Лос-Анджелес, то есть я живу в Цинциннати, город Цинциннати, штат Огайо, я полечу в Лос-Анджелес, там переночую ночь, а потом 14 часов буду лететь в Корею. Сам вот этот трип, так скажем, сам этот карантин, мне кажется, меня больше вводит в стресс, чем операция. Операцию я буду делать в клинике пластической хирургии JK Plastic Surgery. Наверное, об этом я уже расскажу подробно уже в каком-то другом влоге. Боюсь ли самой операции? Но мне кажется, когда время подойдет, наверное, буду бояться. Сейчас я больше боюсь вот этого стресса, карантина, так скажем, перелета, сборов и как об этом всем сказать маме. Вот это я боюсь, наверное, больше всего сейчас. Ну вот, надеюсь, вас не утомил мой рассказ, потому что он получился, наверное, каким-то слишком длинным. Ну вот, спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Пишите мне комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и до новых встреч!